Приветствую вас на моем канале. На ремонте микротеатр DVD Philips MCD-170, приобретенный мной в июле 2012 года в павильоне на Минском стадионе «Динамо». Данный музыкальный микроцентр изготовлен, как указано на стикере, в Китае и позволяет прослушивать музыкальные композиции практически всех существующих источников, кроме беспроводных. Он оснащен приводом для чтения аудио, MP3, видео CD и DVD, но не читает Blu-ray диски. Имеется цифровой тюнер FM и MV диапазонов. Через фронтальный USB слот можно подключать внешний накопитель, а через мини-джек вход любой проводной источник. К этому разъему можно подключить и внешний Bluetooth приемник, что, впрочем, я демонстрировал в видео с обзором подобных устройств. Кроме того, в нижней части есть простенький кассетный механизм, который управляется механическими клавишами. Поэтому штатный пульт этого аппарата управляет всеми его функциями, за исключением магнитофона. Эта дека позволяет воспроизвести на ленте первого типа частотный диапазон от 125 Гц до 8 кГц с коэффициентом детонации 0,4%. В июле 2014 и феврале 2015 года я уже снимал первые мои видеообзоры на это устройство. Их можно посмотреть по всплывающим на экране подсказкам. Аппарат, в общем-то, надежный, хотя простой. Собран в пластиковом корпусе, который скрипит при его деформации. Комплектуется двумя колонками с 4-омными широкополосными динамиками в корпусе из МДФ, которые подключаются к музыкальному центру тонкими проводами с помощью подпружиненных контактов. Усилитель звуковой частоты мощностью 5 Вт на канал обеспечивает диапазон частот от 60 Гц до 16 кГц. На тыльной стенке устройства имеются компонентный, композитный и S-видеовыходы, антенный разъем, провод УКВ антенны и выход мини-джек на наушники. Услышал, что у магнитофона появился плавающий звук при воспроизведении кассет. Поэтому пришло время заменить, возможно, ролик, а возможно и пасеки. За 12 лет пользования аппаратом я уже один раз менял потрескавшийся резиновый ролик и растянувшиеся пасеки. Для этого использовал изделия, снятые с других старых аппаратов. А также выпаивал, чистил и смазывал в нем регулятор громкости. Здесь установлен энкодер. Он не имеет крайних положений и формирует импульсы при повороте вправо для повышения уровня громкости, а влево для его понижения. И он не моторизован. Модель на нем не указана, только название Delta. Заодно почистил от пыли изнутри окна фотоприемника и жидкокристаллического индикатора. Но сегодня покажу только, как демонтировать лентопротяжный механизм. Я оставлю ссылку под видео на инструкцию по обслуживанию, где можно ознакомиться с полным разбором аппарата. На прошлой неделе получил два мелких пакета. В одном должны быть 5 роликов вместе с металлическими рычагами, а в другом пасеки разной длины. Магазин на Алиэкспресс уже мной проверенный, приобретаю у него второй раз. Товар в Беларуси получил через месяц, доставили со свежими трек-номерами, оба через Узбекистан. Смотрим. Так, вижу 5 роликов. Этот набор другой, здесь именно широкие плоские пасеки. 5 роликов вместе с металлическими коромыслами стоили $3,84. Ну, такой явной конусности на роликах я не вижу. Их диаметр 9 мм, ширина резиновой части около 6 и ширина под ось 6,7 мм. А 50 плоских пасеков стоили чуть менее $2. Итого я получил здесь вот ровно 50 пасеков без запаса. Все они шириной 4 мм. Полудлинные указаны на экране. Но я старался мерить точно, поэтому где-то эти размеры отличаются буквально на миллиметр. Для профилактики конкретно этого лентопротяжного механизма эти плоские ремни не нужны. Годится только ролик. Но ранее я в этом же магазине покупал пасеки квадратного сечения. Буду использовать их. Ссылки на все товары я указал в описании этого видеоролика. Чтобы получить доступ внутрь устройства, нужно с помощью крестовой отвертки PH2 выкрутить все 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 винтов на тыльной стенке и 2 винта по бокам сверху. Располовиниваю корпус. Затем отключить вот этот разъем, куда подается питающее переменное напряжение на диодный мост.
И провод FM-антенны. По заводу он подается вот сюда на металлический штырь. Но я уже неоднократно разбирал и просто его припаял к плате. В общем-то, произвести ревизию пасеков можно и в таком состоянии. Ну а чтобы поменять ролик, необходимо снять лентопротяжный механизм. Перед отключением всех шлейфов, соединяющих фронтальную панель с основной платой и платой CD-проигрывателя, рекомендую сделать фотоснимки. Практически все разъемы имеют разное количество контактов. Кроме коннекторов от USB-слота и внешнего входа AUX. У первого разъема это 3 провода, там 5 вольт, общий провод и шина данных. У второго это тоже 3 провода, только левый и правый аудиоканалы и общий провод. Отключаю все. Теперь, освободив защелки по бокам, снимаю CD-проигрыватель вместе с основной платой с фронтальной панели. Ну и здесь ферритовое кольцо одето на такую опору с помощью жгута. Чтобы его не резать, я просто выкручу этот винт и просуну его под винтом. Готово. Откручиваю 1, 2, 3 винта, с помощью которых на лентопротяжный механизм крепится плата усилителя записи воспроизведения, построенного на микросхеме AN7312. Снимаю плату, высвобождаю переключатель режима записи из металлического рычага от соответствующей клавиши. ЛПМ установлен на фронтальной панели на пластиковых опорах и зафиксирован с тыльной стороны 1, 2, 3, 4 саморезами. Также их выкручиваю. Вынимаю ЛПМ, поднимаю вверх, высвобождая рычаги соответствующих клавиш. Здесь используется пластиковый рычаг с роликом. Необходимо выкрутить вот этот винт и освободить его от этой пружины. На его место ставлю ролик с металлическим коромыслом. Так, зафиксировал, проверяю. Все подходит. В этом ЛПМ используется 2 пасека квадратного сечения. Один пасек с двигателя на верхний паз маховика тонвала максимальной полудлиной 75 мм. Второй пасек с нижнего паза тонвала, здесь в принципе там его не видно. На вот этот, скажем так, идлер, полудлина его 60 мм. Ну, я в том комплекте нашел пасек полудлиной 72 мм, а меньший пасек полудлиной 55 мм. Установил, проверил, все вращается. Теперь собираю в обратном порядке. При открытой крышке кассетоприемника заправляю все рычаги в клавиши и завинчиваю сразу 2 нижних самореза. Затем завинчиваю 2 верхних самореза. Все провода от переключателя и двигателя поднимаю вверх над платой записи, усилителя записи воспроизведения. Далее упираю его на опоры, не забывая, что вот этот рычаг записи должен упираться в переключатель. Сам провод от головок проходит между этим столбом и переключателем, так как в этом случае, если мы его пропустим сюда, он будет мешать защелке. И фиксирую на 3 металлических самореза. Что ж, по направляющим насаживаю фронтальную панель на основную плату. Фиксирую вот этот шлейф. Далее вот этот. С пленочным шлейфом поосторожнее, чтобы его не повредить. На разъеме нет никаких планок фиксирующих, которые вверх поднимаются. Просто сам шлейф поднимается вверх, дергаете или опускаете, ставите на место. Так, питание от мотора. Шлейф, разноцветные провода здесь ставятся. Это сигналы усилителя записи и воспроизведения. Так, верхний это идет внешний вход. И USB ставим сюда. Осталось подключить вот этот синий провод питания в свободный разъем. Готово. Подключив к сети переменного тока, установил тестовую кассету. Теперь отстаиваю частоту вращения двигателя 3 кГц по осциллографу. Ну или частотомеру, у кого какая возможность есть. Если частота пониженная, как у меня, вращаю в правую сторону отвертку. Добился частоты около 3 кГц. Не забывайте подключить к плате соответствующий разъем антенный провод. И дальше, наблюдая с тыльной стороны, как проходят разъемы, соответствующие отверстия, крепим заднюю тыльную стенку к фронтальной панели. И еще один момент. Вот здесь вот слева внизу пружинка крышки, она должна также входить внутрь корпуса.
Заправить его туда надо. По сигналу частотой 10 кГц, записанный на калибровочную кассету, выставил азимут головки. Ну, получилось так. По окончании ремонта обязательно проверяем воспроизведение аудиоконтента со всех доступных источников. Здесь я ремонтировал кассетный плеер, поэтому демонстрирую его работу. Перемотка в обе стороны работает. Воспроизведение. Пауза. Стоп. Воспроизведение. Все работает, ремонт закончен. Благодарю вас за просмотр. Мне будет приятно, если я кому-то помог в восстановлении данного микротеатра DVD Philips MCD-170. Земляков поздравляю с сегодняшним Днем независимости Беларуси и юбилеем освобождения моей страны от европейских фашиков. Всем добра и мира, до встречи, пока! Прошлое останется в прошлом.